Micool KM2 Plus Deluxe с вот таким вот прекрасным пультом, которым можно управлять и инфракрасными, скажем так, устройствами по типу телевизора, саундбара или ресивера, и самим пультом. При этом он Bluetooth с голосовым поиском, да и сам по себе Micool заявился от Dolby Vision, Dolby Atmos на M-Logic S905X4, вернее, одной из его модификаций этого процессора, и плюс еще с хорошей формулой памяти 4×32. И да, вы уже видели наш предобзор. Поэтому на канале Технозон с полным обзором. Поехали. Слушайте, ну вы видели предобзоры. Ситуация получилась, откровенно говоря, интересная. Тот образец, который у меня был тестовый, он был абсолютно другой платформы, потому что когда я получил и увидел саму по себе платформу и что вошло в сертификацию, это была уже 44-я платформа. До этого я видел Skyward на немножко другой платформе, и мы это даже обсуждали еще, когда я вот делал видео про сертифицированный ТВ-бокс с Dolby Vision. Так вот, существовала модификация на Google TV до конца ноября, когда в конце ноября Google принял решение о том, что нас сертифицируют и дали Android TV. Это, кстати, очень хорошая новость, просто шикарная. И что самое интересное, на эту приставку будет апдейт на Android 14 на Android TV, при этом обещают его уже буквально в этом году. Ну, короче, слушайте, ситуация какая? Подписываемся, нажимаем колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие такие вот самые интересные обзоры. И, конечно же, ссылка на проверенного продавца на эту приставку лежит в описании под видео. Мы начинаем с того, что когда мы получили вот этот вот образец на Android TV, я был, во-первых, удивлен, что там Android TV, приятно удивлен, а во-вторых, там были проблемы. И проблемы были такого вообще рода, что не работал HDR при подключении к некоторым Dolby Vision телевизорам, в частности, к некоторым моделям Sony, к некоторым моделям Skyward и практически ко всем LG. Вот это была ситуация, при том, что это даже производитель Skyward. Skyward со Skyward что-то там не поделили. Мы долго боролись, долго выясняли все проблемы, но побороли. На текущий момент, ребят, апдейт есть, HDR работает, приставка работает, но при этом я вот сейчас дальше немножко расскажу о тех проблемах, которые есть, и о тех проблемах, с которыми еще предстоит бороться. Поэтому давайте так, мы смотрим цену, и мы сейчас на страничке нашего продавца, это официальный сайт Micool, официальный магазин Micool, стоит она на текущий момент $122. Это версия 4×32 с 1000 мегабитным LAN, с Wi-Fi 6, с сертификацией Netflix, с Dolby Audio и с Dolby Atmos. И в принципе, я вам скажу, все это заявлено очень круто. Заявлено очень круто, потому что, ну, реально, знаете, тут такой... Я его позиционировал как топ. Это, наверное, была моя ошибка, потому что я видел одно, а получил другое. Смотрите, дальше. У нас есть, ну, давайте я вам буду сразу показывать, что из себя представляет данная приставка, и сразу объясню тут некоторые моменты. Смотрите, сама по себе приставка очень интересная. Спереди у нас есть индикация, сверху это такой прозрачный пластик под стекло, она белая. Спереди надпись HDMI. С этого бока ничего, здесь у нас пошло. Инфракрасный удлинитель для порта. Не знаю, для чего на Bluetooth пульте нужен инфракрасный удлинитель, которого, кстати, в комплекте нет. SPDIF для вывода объемного звука, аудио-видео для вывода на старый телевизор, HDMI, LAN RJ45 на 1000 мегабит. Дальше, два порта USB 2.0 и разъем для microSD карт. Пульт. Пульт это Google пульт второй ревизии с цифровыми кнопками, с вот этими цветными кнопками, с голосовым поиском, кнопкой вкладка и настройкой. Короче, вот эту кнопку тоже можно, в принципе, забиндить под что-нибудь. Но самое интересное в этом Micool есть опция того, что можно вот эти вот кнопки YouTube, Netflix, Google Play и Prime Video переназначать на любые действия, которые вам хочется. Вот эта кнопка используется для телевизора, это переключение источников. Есть инфракрасный порт, сам по себе порт Bluetooth, работает от двух батареек 3А. Вот они, пожалуйста, две батареечки 3А. Блок питания у нас, пожалуйста, 12 вольт, 1 ампер. Кстати, 12 вольт, 1 ампер очень даже неплохо. Теперь, почему здесь два USB 2.0?
Здесь два USB 2.0, но при этом high-speed USB 2.0. Через них можно смотреть фильмы, быстро смотреть фильмы, тут вопросов нет. Потому что это ограничение самого M-Logic еще с 905X3 процессора. Когда стал выбор того, что сюда можно ставить Wi-Fi 6 модулей, и, допустим, первая ласточка была на этом деле, на 905X4 процессоре с Wi-Fi 6 был именно Mikulka M6 Deluxe от Videostrong, и там было ограничение. И ограничение в том плане, что по Wi-Fi он выдавал не более 400 мегабит. Данная штука тулит до 800 мегабит очень запросто, но если производитель ставит в свой TV-бокс USB 3, то скорость Wi-Fi будет ограничена как раз именно 400 мегабитами, потому что они находятся на одной шине. А если ты ставишь 2 USB 2 или 3 USB 2, там сколько тебе угодно, через хосты, через хабы, вообще пофигу, то здесь будет практически не будет ограничения по Wi-Fi 6, и все будет зависеть от качества вашего роутера, от качества сигнала и тому подобного. То есть мы здесь имеем, что они решили сделать в пользу Wi-Fi, что говорит о, скажем так, стриминговости данного именно ТВ-бокса, именно стримингового направления. Дальше они заявляются о 4К Ultra HD HDR, все здесь хорошо, Dolby Vision, Dolby Atmos тоже вам покажу, как работает, все отлично. Тут у меня вопросов не возникло, с 1000 мегабитным LAN тоже вопросов не возникло. Как и работа с Google Ассистентом, в частности с работой, там, допустим, там, с умным домом через хаб от Google. Насчет игр. Сразу говорю, играть можно, 4:32 неплохая формула памяти, но геймпад, к сожалению, конфликтует в Bluetooth варианте, конфликтует с пультом, и почему-то игры считают, что пульт это первое устройство, которое у нас отвечает именно за управление. Поэтому для того, чтобы полноценно поиграть, нужно будет либо вытаскивать батарейки от геймпада, либо отключать его и постоянно пересопрягать. Я выключал батарейки, когда тестировал. То есть приходилось вот таким вот образом морочить себе голову. И пока что эта проблема не решена. Хотя я уже оповещал Микул о том, что данная проблема есть. По поводу Wi-Fi, насколько Wi-Fi 6 прикольный или нет, но есть сообщение на форуме о том, что периодически Wi-Fi отваливается. При этом отваливается не системно, он может не отваливаться 3 дня, а потом один раз выключится, его нужно просто включить. Бывает, что выключается при включении и тому подобное. Системности в данном вопросе нет, и судя из опыта Mikulka M6 Deluxe, когда-нибудь да поправят. Но вопрос в том, что я, например, такой вариант не словил. У меня роутер BE7000, и при этом в варианте, я не знаю, того, что возможно какой-то канал забит. Уже тестируем, не можем тестироваться и не можем найти никакой системы, когда и из-за чего это все появляется. Поэтому я должен вас предупредить о таких проблемах на текущий момент, но при этом, наблюдая за веткой, допустим, Микул, нашей веткой в Телеграме, можно, в принципе, знать, когда что исправят и исправят ли вообще. То есть, но на самом деле эта проблема, она есть у некоторых, и у некоторых ее нет. Тут я объясню еще раз, системности не наблюдается. В принципе, больше никаких проблем мы в нем не нашли. Dolby Vision работает, Atmos работает, Dolby Digital простой работает, Dolby True HD здесь нет, как и DTS HD Master Audio. Здесь есть простой DTS ядро. В принципе, LAN работает, и Wi-Fi тоже. Просматривать контент можно, и с сервером Matrix он тянет практически любые раздачи при условии наличия раздающих и качественных раздающих. В остальном всем данный ТВ-бокс неплох, действительно, и мы сейчас с вами будем уже делать обзор, и после этого мы с вами резюмешечку-то запилим. Ну что, привычный Android TV. Да, самый обыкновенный Android TV, у которого можно перемещать вот таким вот образом. Да, уходим влево, перемещаем вот эти вот рекомендации, полосочки, не полосочки, а каналы рекомендаций. Все будет вообще отлично в огнях. В настройках, в параметрах мы видим, что это 4К Android TV Box. Есть у нас прописана сертификация Netflix, Android TV 11. Ну как, по слухам получит 14. Посмотрим. Если пойдем в расширение экрана, то мы видим, что у нас поддержка от 480p до 4К 2К 60 Гц. Есть поддержка и 24 кадра. Просто что у меня рекордер их не показывает, поэтому их здесь может и не быть. Здесь дробные у нас частоты. Это следует учитывать при организации
регуляции автофреймрейта через TV Wake Action. Там нужно выбирать вопрос дробных частот. HDR не постоянный, есть адаптивный HDR, как и Dolby Vision. Да, на текущий момент проблема исправлена, и проблем после апдейта нет с отображением HDR на Dolby Vision телевизорах. По памяти у нас 32, само собой, Chromecast, режим энергосбережения, режим разработчика. Есть вариант настройки нашего ТВ-бокса с помощью, не ТВ-бокса, а пульта, с помощью вот этого приложение, которое у них здесь есть прямо в настройках. Я могу, например, свой ресивер настроить. То есть я могу, у меня, видите, Pioneer AV ресивер. Я могу вот так вот сделать, забыть. Окей. И взять, добавить устройство AV ресивер. Найти Pioneer. Допустим, например, громкость. И да. Работают и также настраиваются все кнопки. То есть очень классная тема, работающий момент с пультом через инфракрасник. Хорошо. В AIDA 64 мы видим, что это Skyward. Это HP44H платформа. И мы уже с вами обсуждали, что они существуют. Еще, кстати, 42-я платформа есть. 4х32. Есть Bluetooth, процессор 4 ядра Cortex A55, это 905X4, модификация с лицензией Dolby Vision и Dolby Atmos. У нас вот, пожалуйста, Cortex A55 по 2 ГГц, работает в 32-битном режиме. За дисплей у нас отвечает за ускорение Mali G31. У нас интерфейс сам по себе Full HD, несмотря на 4К разрешение. Сеть проверим отдельно. Android сейчас 11. Доступа к температуре нет, поэтому тротлинг теста не будет. И из кодеков здесь есть вплоть до AV01. Вот, пожалуйста, вот он есть. То есть тут как бы вопросов нет. Очень радуют сетевые возможности в плане того, что здесь гигабитный Ethernet порт. Ну, на текущий момент вот он набирает там 500, это сервера Analytics, поэтому здесь мы можем не достичь гигабита. Но по сути здесь чистый гигабитный порт. Вот у нас 600 на загрузку и на выгрузку там сколько покажет сам сервер, куда оно тестирует. В принципе, с этим все понятно. Мы можем еще раз провести тот же самый тест. Вот пошло у нас уже там 700, сейчас пойдет к 800, 726. И на отдачу, вот, пожалуйста, наконец-то разогнался. Он показывает там под 600 мегабит. Это что касаемо LAN RJ45 порта. Это единственный вариант, при котором его нормально можно использовать. Потому что сейчас мы отключаем LAN RJ45. Сейчас включится у нас Wi-Fi. Все, он на 5 ГГц подключился. И несмотря на то, что здесь Wi-Fi 6 и работает он действительно круто, отвалы все равно есть. Это уже превратилось в массовую проблему. Мы на FOPDA регистрируем массово эти проблемы. Здесь скорость Wi-Fi максимальную, которую мы получали, была 600 мегабит. На данном этапе вы видите там 450, 460. Мы получали, 469, сейчас еще переделаем. Мы получали больше 600 мегабит. То есть здесь полноценный Wi-Fi 6. Это в принципе с этим связано отсутствие USB 3.0 порта. Потому что если как только добавляется USB 3.0 порт здесь, то у нас начинаются проблемы со скоростью Wi-Fi, которая будет не больше там 350-400 мегабит. Пробуем еще разочек. И, разгонись ты уже. Хочется ж показать на максимум, елки-палки. Ну вот, пошло оно 500, сейчас 600, дойдет, не дойдет. 560 мегабит на загрузку. Это очень хорошие показатели для Wi-Fi. Но собака отваливается. Отваливается, гад. И не знаем, что с этим делать. Уже испробовали все моменты. У меня отвалов нет, но мне кажется, что здесь связано немножечко с дальностью до Wi-Fi. Не знаю, с чем связано. Прям не можем найти никакой системы. И на форуме уже, знаете, там собирали статистику, собирали информацию об установленных приложениях. Ничего не помогло. Я надеюсь, что следующие обновления исправят эту проблему. Давайте мы сейчас 2.4 Wi-Fi включим. Пробуем 2.4. Для 2.4 видели сколько? 300 мегабит. 2.4. 300 мегабит. 303, 268. На загрузку, на отдачу, здесь тоже от сервера зависит. На 11 почему-то. Давайте еще раз переделаем этот самый тест. О, пошли у нас проседания. Ай-яй-яй-яй-яй. Что-то у нас
И все, и просел. 30 мегабит. Вот это вот фишка. Возможно, у меня сам по себе роутер вытягивает, но это я уже мог бы назвать бы отвалом, потому что вот, пожалуйста, у нас там 5 мегабит в 2.4 пошло разгоняться. Для меня это как бы очень интересный вариант. Как он 280 получил по 2.4? Это же реально 2.4. А ну в 2.4 сейчас посмотрим. То есть если данный TV-бокс рассматривать... О, есть. Ну это паблик IP, это понятно. Если сейчас рассматривать вопрос с использованием и покупки данного TV-бокса, то только через LAN RJ45. Потому что я не могу сейчас гарантировать, что Wi-Fi будет работать на все 100%. И да, что-то, видите, гуляет 58/5. Это очень плохо. Что-то у нас начало Wi-Fi рубить. Вот смотрите, опять проседание. Пошли, гуляет пинг. И Wi-Fi сейчас упал до 5 мегабит. Это все вот в реальном времени мы записываем для вас тест. Ну как, вот только что было там 280, стало 5 на 0. Все, с Wi-Fi все, приехали на 0. Самое интересное, до этого не ловил. О, пожалуйста, отвалился Wi-Fi наш. А ну в настройках. Давайте пробуем 5 ГГц. Я все-таки хочу для себя выяснить данный момент. Пробуем потестировать. И вот сейчас у меня 5 гигагерцовый Wi-Fi тоже пошел гулять по пингам. То есть у нас, ну как вам сказать, нормальную. Все. Провал у нас. Провал на 4/5. То есть вы до этого видели нормальную скорость. Сейчас он провалился. 270/8. Что-то с ним происходит абсолютно не то. Конкретно в Wi-Fi 5, да в любом Wi-Fi, то есть есть у него отвалы. Да, подпровалился 479/15. Есть как есть, включаю LAN RJ45. Дальше из системных тестов, из того, что мы, допустим, на нем тестировали, конечно же 3D Mark. Без 3D Mark никуда, мы должны были определить игровую производительность. В результатах мы видим, что Slingshot 600, Ice Storm максимально, Ice Storm Extreme 6022. В принципе, для Android TV устройства неплохо для игр, которые адаптированы под пульт, либо адаптированы под геймпад. Но тут с геймпадом тоже вопрос такой будет интересный, который адаптирован под геймпад в Android TV маркете. Давайте мы уже перейдем к мультимедийным возможностям и поехали. Netflix. Netflix действительно работает. Здесь полная сертификация Netflix с Dolby Vision, с Dolby Atmos. Я сейчас включаю фильм и показываю вам, в принципе, вы видите вставочку, где он идет в Dolby Vision Atmos, вообще без вопросов как бы появляется там все. С Netflix вопросов нет. Как нет и вопросов на текущий момент с YouTube. Он декодирует и HDR, и SDR, и WAV1 кодеки в том числе. Включаем нашу дикую реку. Здесь сразу же проверим и WAV01, потому что у нас дикая река в очень интересном качестве записана. Сейчас он и играет AV01. Смотрите, видеоформат, который сейчас стоит 4К HDR AV01. Ни единого дропа у нас нет, проигрывает все идеально. По YouTube вопросов нет. То есть если бы вот без HDR пробуем 4К VP9, ну у нас дропы на переключение интерфейса идут, идеально проигрывает, буфер набрал отличный, больше 12 секунд, это уже просто тупо топ. Все отлично. Сейчас мы выбираем VP9 HDR. Смотрим. Ну, 34 это уже добавило еще интерфейсных. И тоже буфер должен набрать больше 12. Идеально. Просто идеально. По YouTube тоже вопросов нет. При этом в YouTube декодируется HDR. Вы тоже сейчас видите картинку, как включается HDR на YouTube. Не вопрос. То же самое и в высокобитрейтном IPTV. Все работает отлично. Никаких вопросов нет. Быстро переключается. Очень быстро и хорошо воспроизводит. И вроде бы как бы идеальный бокс, но вот эти проблемы с Wi-Fi это просто-напросто какая-то фигня. Я верю, что его пофиксят, но со временем. Это показывает опыт того, как это было с прошлыми боксами, какие-то мелкие проблемы они действительно пофиксили. Сейчас мы с вами подключим жесткий диск. Объясню. Обязательно с жесткого диска нужно нам
пробовать воспроизводить очень-очень тяжелые фильмы. Здесь все-таки USB 2, и мне интересно, насколько через USB 2 может это все дело у нас проработать. Да, я вижу, что ты File Explorer включил. Мы сейчас дадим туда дополнительное питание на жесткий диск, потому что все-таки маловато нам будет для полноценного жесткого диска питания при любом раскладе. И выберем, у меня есть тестовый ролик, как я его называю, на 74 гига, 4К 60 FPS Gemini. А ну-ка, пошло. Но Dolby Digital у нас работает, как и 4К 60. Тут насчет звука есть определенный момент. Если вы хотите смотреть с Dolby Atmos, допустим, тот же самый Netflix, то вы должны в настройках звука, ну да, все проигрывает, я могу сейчас перемотать куда-то, то есть этого USB 2 хватает для полноценного проигрывания хорошего высокобитрейтного кино. Не вопрос вообще, то есть здесь USB 2 идет без ограничений. Я остановил и расскажу вам насчет звука. Дело в том, что со звуком здесь свой прикол, и вам придется в настройках звука, в настройках звука, при использовании, допустим, стриминговых сервисов больше выставлять автоматически. Но тогда у вас весь интерфейс идет в Dolby Audio. Весь интерфейс и DTS добиться достаточно тяжело. Если вы ставите построй, это проброс звука, у вас пропадает Dolby Atmos как таковой, но при этом вы можете пробрасывать, допустим, через какие-то плееры, можете пробрасывать DTS аудио, Dolby Digital аудио, но тут тоже вопрос. Вот, пожалуйста, мы включаем DTS, у нас DTS есть ядро. Да, ну вот ядро у нас пошло. DTS, ой, я вырос случайно на домик нажал. DTS HD Master Audio здесь нет. Сейчас я зайду в тестовые ролики. DTS HD Master Audio нет. Вот я сейчас включаю оркестра Long Lossless. Нет, к сожалению, хотя он его проигрывает и вроде как декодирует, но нет. Dolby Digital Plus есть. Выбрасывает исходи при использовании пространственного звука. Это я тоже должен вам сказать. Кстати, у меня такие случаи не единичные. У меня не часто на ТВ-боксах выбрасывает исходи, когда использую пространственный звук. Dolby Digital Plus есть. Отлично. Хорошо. Dolby True HD нет. В редких случаях появляется Dolby Digital. В основном у меня в PCM идет звук. Сейчас в Dolby Digital появился. И все, больше мне здесь тестировать как бы нечего. По Dolby Vision. Dolby Vision у меня работает 8-й профиль. То есть я здесь смотрю с Dolby Vision 8-й профиль. Работает 5-й профиль. 5-й профиль, но сейчас у меня рекордер не поддерживает Dolby Vision, и поэтому показывает все в зеленом цвете. Но вы видите на картинках, что 5-й, 8-й профиль работают, но не работает 7-й, вообще не декодирует, не хочет. Он его в SDR декодирует. При подключении к SDR декодеру, когда вы подключаете к Dolby Vision телевизору, он у меня просто-напросто вешается. То есть тут тоже такой вопрос есть. И у нас получается, что по мультимедиа, неплохой ТВ-бокс-то, а? И через Matrix, допустим, он проигрывает максимально большие файлы, которые можно проиграть с учетом наличия очень хорошего количества хороших раздающих. У нас остаются игровые возможности, но тут у нас тоже проблемы возникли. Дело в том, что играя с, допустим, тем же самым геймпадом, смотрите, какая ситуация. Я сейчас беру геймпад. У меня здесь GameSir подключен. Включаю устройство и включаю Bluetooth Android режим. Вот он пошел обнаруживаться. Обнаружит или нет, не знаю. Сейчас посмотрим. Пока что не видит. Подключился. И что самое интересное, вы видите, мы можем управлять в меню вот этим самым геймпадом. Теперь мы входим, допустим, Warm Zone. То, что тут поиграть можно, это факт. Но дальше у нас ничего не происходит. Ну, давайте. В бой. Если брать Bluetooth, сейчас работает.
Если брать Bluetooth подключение, то с Bluetooth у нас есть определенные моменты. С Bluetooth нам необходимо с вами отключать пульт, что очень-очень сильно раздражает. Но при этом, допустим, при проводном подключении, либо при подключении через донгл, мы поиграть действительно во что-то можем. Так, где-то там у нас во что-то можем. Сейчас мы попробуем другую игру. Сможет ли его увидеть Асфальт? Это очень немаловажный аспект. Давайте Асфальт 8. И по мне, вот неплохой ТВ-бокс. Неплохой, но за его цену, извините меня. Все, здесь геймпад у нас не определяется. Ах ты ж, ну как так? А мы еще сами голос должны проверить и трансляцию с экрана. Давайте попробуем установить Shadowguns. Shadowguns Legends. Ну, голос-то работает. Ну, сейчас в главном меню еще попробуем. Пускай пока устанавливается. Попробуем голос. Фильм Черкассы. Да, голосовой поиск работает. Если мы выбираем, у нас есть поиск в сторонних источниках. Вот, пожалуйста, его понаходила. Тут как бы вопросов нет. С этим все хорошо. Пробуем открыть. Геймпад подключен. В меню работает. С геймпадами тоже проблема. Это прям вот какой-то, знаете, когда обращались в поддержку, они писали, да, у нас, о, все, геймпад, ну не пашет ни при каком раскладе. Ну сейчас попробуем пульт отключить. Сейчас мы вырубим пульт. Будет ли работать в таком варианте? Оно. О, а теперь геймпад нашло. То есть в любом случае вам нужно будет отключать пульт. Если равно нет. Блин, да что такое? Все, ребят, буду выходить. Ну вот отключил пульт, он чуть-чуть проработал, все равно заснул. А ну. Нифига, не двигается курсор. Какого-то хрена. Все. Мое резюме таково, что я на текущий момент не рекомендую покупать данный TV-бокс для тех, кто хочет поиграть, либо смотреть качественный контент через воздух. Да, он прикольно работает только по проводу, у него есть Dolby Vision, Dolby Atmos, мы это подтверждаем. И в целом хотелось бы понимать, когда они это исправят. То, что получит он апдейты, еще получит. Насколько эти апдейты исправят ситуацию, мы пока не уверены и пока сказать не можем. Поэтому мы свое резюме сказали вам, показали всю правду про этот бокс, его все ждали. Наша вина в том, что мы не дождались финального релиза и основывались на тестовую другую платформу. Ну уж извините вы меня, но такое тоже бывает. А с вами был Bubble на канале Технозон. Пока.